Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира российского шоу-бизнеса и культуры. Центральные СМИ сообщают о большом несчастье, которое произошло в семье известной певицы Натальи Королевой и ее супруга-танцора Сергея Глушко-Тарзана. В последнее время семья Натальи Королевой и Сергея Глушко в буквальном смысле не вылезает из криминальных скандалов. Достаточно вспомнить шокирующие истории с сыном Натальи Королевой Архипом Глушко и мамой Натальи Королевой Людмилой Порывай. Однако, несмотря на чрезвычайные события, Наталья Королева и Сергей Глушко-Тарзан смогли сохранить семью и на данный момент считаются одной из самых крепких пар в мире российского шоу-бизнеса. Наталья Королева и Сергей Глушко поженились еще в далеком 2004 году, и браку артистов 20 лет. Однако вчерашнее трагическое событие, которое произошло в Москве в одной из квартир Натальи Королевой на улице Мосфильмовской, поставило трагическую точку в семейных отношениях супругов. Чрезвычайное событие произошло поздно вечером. Наталья Королева весь день находилась дома, а Сергей Глушко в связи с тем, что он является танцором, постоянно занимается в фитнес-зале, чтобы поддерживать прекрасную физическую форму. Как стало известно, у Сергея Глушко в этот день была отменена тренировка, и известный танцор пришел домой раньше положенного срока. Каково же было удивление Сергея Тарзана Глушко, когда он застал свою любимую супругу в компании ее бывшего мужа, известного российского и советского композитора Игоря Юрьевича Николаева. Уже позже стало известно, что Игорь Николаев пришел в гости к Наталье Королевой, чтобы поздравить свою бывшую супругу со знаменательным событием – 35 лет со дня знакомства Игоря Николаева и Натальи Королевой. Игорь Николаев и Наталья Королева, несмотря на развод, смогли сохранить дружеские и теплые отношения. Артисты часто общаются, и Игорь Юрьевич, вероятно, не увидел ничего плохого, что он пришел в гости к своей бывшей супруге. Однако, по всей вероятности, Сергей Глушко-Тарзан был другого мнения. Муж Натальи Королевой обладает вспыльчивым характером, и у него уже давно не сложились отношения с Игорем Николаевым. Сергея Глушко еще больше неприятно поразил тот факт, что в момент встречи Наталья Королева и Игорь Николаев были навеселе, а о знаменательном празднике, который происходил у Игоря Николаева и Наташи Королевой, Сергей Глушко, по всей видимости, и не подозревал. Сергей Глушко не стал выяснять отношения с Игорем Николаевым. Хорошо известно, что у Игоря Юрьевича в последнее время большие проблемы со здоровьем, поэтому российский композитор попрощался с Натальей Королевой и спешно покинул квартиру артистов. Однако после ухода Игоря Николаева мира в семье Натальи Королевой не получилось. Камеры, установленные в квартире, зафиксировали всю картину трагедии. Супруги стали спорить и выяснять отношения между собой и переместились на балкон квартиры. Наталья Королева совсем недавно приобрела недвижимость на улице Мосфильмовской, поэтому часть квартиры была еще не полностью обустроена. Это касалось в первую очередь балкона квартиры. По словам некоторых соседей дома, которые находились во дворе, произошло несчастье. Супруги, стоя на балконе, махали руками и отчаянно спорили. В какой-то момент Сергей Глушко, то ли специально, то ли умышленно, сильно оттолкнул от себя жену Наталью Королеву, и несчастная женщина рухнула вниз с высоты 3-го этажа. Наталья Владимировна осталась жива, однако последствия падения шокируют. По мнению врачей, у Натальи Владимировны, которая на данный момент в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации, может быть серьезно поврежден позвоночник. Помимо этого, она получила травмы и ушибы, а также черепно-мозговую травму.
Надо отдать должное Тарзану, что он в этой ситуации не бросил свою супругу. Сергей Глушков, понимая, что он натворил, срочно спустился вниз и попытался приподнять свою жену, а после этого вызвал полицию и скорую помощь. Чем закончится данное трагическое происшествие, пока неизвестно. В первую очередь это зависит от того, останется ли в живых Наталья Владимировна Королева, будет ли она в этом случае возбуждать уголовное дело против своего супруга. Ну и очень приятная и обнадеживающая новость о сотрудниках антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Буквально несколько часов назад стало известно, что Евгений Викторович Пригожин, которого совсем недавно нашли живым и невредимым, в результате переговоров с руководством антикоррупционного комитета дал предварительное согласие на приезд в Россию и работе в организации Никиты Михалкова. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.